Hey guys, welcome to my channel. My name is Alina and today I want to make a video completely in Russian to discuss with you a very interesting topic. Is it necessary to learn grammar or not? Turn on subtitles in English, Spanish, French or Russian and let's start. Итак, как я уже сказала, сегодняшнее видео посвящено теме «Нужно ли учить грамматику?». Моя личная боль, как думаю, боль любого преподавателя, это когда приходят студенты и говорят: «Я не хочу учить грамматику, я хочу просто говорить, сразу говорить». То есть человек не знает ничего о русском языке, он никогда его не изучал, и вот он каким-то магическим образом хочет сразу начать говорить на этом языке, без знаний каких-то элементарных базовых правил грамматики. Я не хочу никого расстраивать, но, к сожалению, это невозможно. Такие люди напоминают мне вот этот мем. То есть это, я боюсь, проблема не только русского языка, но и любого языка. Люди всегда хотят все и сразу. Они не хотят учить слова, они не хотят учить грамматику, они сразу хотят разговаривать, смотреть фильмы и при этом знать язык уже в совершенстве. Но, опять же, как вы из пустоты, не зная каких-то элементарных законов, структур языка, можете сразу начать говорить? Окей, это допустимо, когда вы только начинаете изучать язык. То есть на первых уроках я никогда не даю грамматику. Вот студент ко мне приходит, и я сразу ему говорю: окей, сегодня мы изучаем предложный падеж. Нет, такого не бывает. С самого начала, на первых уроках, я даю студентам фразы, да, то есть самые нужные фразы, которые нам будут нужны в процессе нашего обучения. Элементарные фразы: как тебя зовут, меня зовут Алина, сколько тебе лет, я живу в России, там, я из США. Вот эти базовые фразы, которые изначально все просто учат. То есть метод слухового опережения. Сначала мы слушаем, мы ничего не пишем, мы ничего не смотрим. Нет, сначала мы просто слушаем, и мы запоминаем эти фразы на слух. Затем мы их читаем, и затем мы уже, естественно, берем больше и больше фраз, которые нам могут понадобиться. И только после того, как мы знаем вот эти базовые вещи, мы начинаем грамматику. И опять же, грамматику мы начинаем изучать постепенно. Самые базовые правила изначально. И таким образом люди думают, что, наверное, так можно изучать язык всегда. Ну окей, сколько таких фраз вы можете выучить? Даже если вы выучите 100, 200, 300 таких фраз, вы никогда не сможете полноценно участвовать в диалоге. Да, вы можете рассказать какой-то монолог, вы можете рассказать о себе, вы можете рассказать о своей стране, если вы выучите наизусть абсолютно все и будете уверены, что именно эти фразы правильные, вы их составляли вместе с учителем и все с ними отлично. Но вы не сможете участвовать в беседе. Вы никогда не сможете предугадать, что ответит вам человек. То есть вы готовите ответ на такой вопрос, а он задает вам совершенно другой вопрос. А у вас нет готовой фразы на этот вопрос. Что же тогда делать? Вот тогда возникает проблема в таком методе обучения. Или другой вариант. Еще люди очень часто хотят учить просто слова. Да, отличный вариант. Таким образом вы можете расширить свой словарный запас. Опять же, если у вас уровень уже позволяет это сделать, и вам просто не хватает слов, когда вы разговариваете. Но на начальном этапе вам это не нужно. Вам нужно понимать базовые структуры языка, и тогда вы сможете участвовать хотя бы в простой беседе, потому что изначально вы никогда не сможете участвовать в беседе о политике или экономике. Это невозможно, потому что это просто другой уровень. На первых порах, на первом уровне изучения языка
Единственное, что вы должны знать, это то, как рассказать о себе, как рассказать о своей стране, как спросить что-то у другого человека, как, может быть, пойти в магазин, пойти в больницу. Самые базовые вещи. Не зря первый уровень русского языка называется уровень выживания. То есть вам нужно просто выжить с теми фразами, которые вы знаете. И поэтому, просто изучая отдельные слова, да, окей, вы сможете что-то объяснить, но это никогда не будут правильные, полноценные предложения. Это будет просто набор слов. Даже в других языках, не таких трудных, как русский язык, это не сработает. То есть всегда должны быть какие-то связи между словами. Некоторые слова между собой вообще не сочетаются. Или в английском, например, это одно слово, и вы выучиваете его на русском языке, берете только одно значение этого слова, и потом вы везде в русском языке используете только это слово. Но это так не работает. Вы всегда должны понимать, где именно можно использовать именно это выученное слово, в какой ситуации. Вот давайте посмотрим на примерах. Недавно, неделю назад, в одной социальной сети, которую вы все прекрасно знаете, но которую я не могу назвать, потому что она запрещена в Российской Федерации, я попросила своих подписчиков задавать мне вопросы. В основном вопросы были на английском, но были некоторые на русском. И вот мне пришло 2 вопроса. И, к сожалению, я не могу их понять. То есть для меня это просто набор слов, что хотел задать человек. Только после того, как я посидела, подумала, окей, да, именно это хотел задать человек, именно этот вопрос хотел задать человек, я уже поняла. Ладно. Но здесь я могла понять значение этих вопросов только после того, как я перевела их на английский. Вот так, слово по слову. И только потому, что в английском, например, этот вопрос русский язык, that's the language. Но я думаю, что человек имел в виду Russian like nationality. И в этом вся проблема. То есть человек хотел задать вопрос русские, они русские, а не они русский язык. И таким образом пошла путаница. Но такой анализ можно провести, когда вы знаете хотя бы английский язык. А если вы не знаете английский язык, то тогда это просто набор слов. Вы вообще не понимаете, о чем эти вопросы. И таким образом, да, опять повторяю, можно их понять, но нужно посидеть, подумать. А вот именно это имел в виду человек или вот это? То есть все равно тут уже такая ситуация непонятная. И когда, естественно, вы ведете диалог, беседу с кем-то, здесь уже вопрос, а захочет ли ваш собеседник думать, когда он с вами разговаривает? То есть будет ли ему интересно слушать набор слов и при этом пытаться напрягаться и пытаться понять, что же вы хотите у него спросить или что вы ему отвечаете? Я думаю, что он такой способен только преподаватель во время уроков. Он очень терпеливый, он всегда внимательно слушает и всегда ему нужно напрягаться во время уроков. Но обычный носитель языка, скорее всего, ленив. И он не особо-то хочет напрягаться во время беседы. Беседа создана для того, чтобы наслаждаться, да, разговором, если это не какая-то суперсерьезная беседа, опять же, о политике, об экономике или о чем-то таком. В остальных случаях, когда это обычная беседа между друзьями, мы не хотим напрягаться, мы не хотим думать, что же хочет от нас человек. Это лишние усилия, и нам это очень не нравится. Поэтому такой способ, как просто изучение слов, как просто постановка этих слов в предложение, к сожалению, тоже не работает. Далее, когда я продолжила обсуждать этот вопрос в своей социальной сети, мне пришло еще одно сообщение по этой теме. Вот оно. С первого взгляда все волшебно. Человек не изучал грамматику, и он уже может говорить на русском языке. И из моего ответа становится понятно, что да, такое возможно. Но, опять же, на начальном этапе, когда мы учим определенные фразы, которые могут нам понадобиться. То есть, понятно, если вы работаете в магазине, вы можете выучить фразы только те, которые касаются магазина, да, там,
окей, как я могу вам помочь, что вам подсказать и прочие фразы, которые мы используем в магазине. Но если вам нужен уровень выше, если вы хотите какие-то более интеллектуальные беседы и более сложные беседы, там такое не сработает. Это будет, опять же, только набор слов, если при этом вы учите какие-то новые слова. Но что выясняется дальше, когда я беседую с этим человеком? Он мне все-таки говорит, что он изучил падежи и сразу начал смотреть фильмы. То есть он выучил падежи, это база русского языка. И если вы знаете падежи, это уже 50% успеха. 3 темы, которые вам нужно знать в русском языке, это падежи, глаголодвижение и совершенный, несовершенный вид глагола. Это 3 базовые темы, которые мы изучаем на всех уровнях и которые супер важны. И если вы их знаете, то вы, в принципе, уже владеете базой, вы владеете законами, какими-то закономерностями языка, особенно падежами. Это очень важно, вы можете уже связывать слова, это не будет набор слов. И этот человек, как вы можете заметить, он выучил падежи и сразу начал смотреть фильмы. Он смотрит фильмы, внимательно слушает, запоминает фразы, которые чаще всего он слышит и использует их в речи. То есть это супер важно, когда вы не просто учите что-то, а вы при этом еще сразу начинаете это употреблять в речи. Это самое, боюсь, главное качество человека, который изучает новый язык. Сразу употребляйте все на практике. Только так вы сможете это запомнить. Это касается и новых слов, и грамматики. Обязательно всегда все употребляйте на практике. Ну и что еще можно сказать об этом человеке? Об этом человеке можно сказать, что он все-таки очень талантлив. Для меня, лично для меня такие люди супер талантливы, потому что они ничего не боятся. Вы только начинаете изучать новый язык, и вы уже на нем говорите. То есть человек совершенно не боится сделать ошибку. Это очень важно, когда вы говорите, и вы не боитесь допустить ошибку. Когда он сразу начинает разговаривать с людьми. То есть он работает в продажах, и он уже разговаривает с клиентами. Это вообще волшебство для меня. Как можно на языке, который вы только начинаете учить, сразу начать на нем вот так вот говорить и при этом не бояться ничего? Для меня, как я сказала, это, конечно, очень-очень непонятно, потому что я так не могу. И я думаю, что очень много таких людей, как я, которые, к сожалению, когда изучают новый язык, они боятся выйти в коммуникацию, они боятся разговаривать с носителями, они боятся их реакции, они боятся сделать ошибку, они абсолютно всего боятся. И это плохо. Это на самом деле очень плохо. У меня, к сожалению, тоже есть такие проблемы. Например, я говорю свободно только на английском и испанском, и то только потому, что эти языки я очень много практиковала. На английском я, в принципе, разговариваю каждый день, и испанский я практиковала тоже с носителями довольно много, и в университете я его учила очень-очень много. Но еще я знаю такие языки, как французский и португальский, но на них я не могу свободно говорить. Я могу смотреть фильмы, я могу слушать песни. Я понимаю 70% всего происходящего, то есть у меня довольно нормальный уровень знания этих языков. Но я не могу говорить, потому что я боюсь. Опять же, я боюсь допустить какую-то ошибку. И это просто недостаток практики. Недостаток практики, которого нам всем в какой-то степени не хватает, когда мы изучаем новый язык. Только если мы находимся в языковой среде, если вы живете в стране, в которой говорят на изучаемом вами языке, тогда да, это не является проблемой. Но когда вы живете в другой стране, и максимум, что вы делаете, это смотрите фильмы, и то смотреть фильмы это уже очень хорошо. Но когда вы не делаете ничего, это, к сожалению, проблема, и тогда говорить становится еще сложнее. Далее, если говорить про таланты, то есть такие люди, как полиглоты, то есть люди, которые владеют несколькими иностранными языками. Мне очень повезло, что я могла работать и
у меня были студенты-полиглоты, потому что для меня такие люди — это главный пример для подражания. То есть они для меня какой-то идеал, они супер талантливые, и поэтому мне очень понравилось работать именно с ними. У меня было 2 таких студента. Один из них говорил на 13 языках, другой на 15. И несмотря на всю свою гениальность, они никогда мне не говорили, что они не хотят изучать грамматику. То есть они, наоборот, с большим интересом изучали грамматику, они посвящали ей очень много своего времени для того, чтобы понять структуру, понять законы иностранного языка. И поэтому для них это было очень важно. Ну и еще один последний пример из моей практики. Однажды ко мне пришел студент, у которого уровень владения языком был довольно высокий, то есть он мог свободно выражать свои мысли, он меня прекрасно понимал, у нас с ним вообще не возникало никаких трудностей в коммуникации. Но выучил он русский язык только смотря фильмы, какие-то сериалы, мультики и слушая песни. Также у него вроде бы была русская девушка, и она с ним постоянно разговаривала только на русском. И этот человек, в принципе, как я уже сказала, довольно хорошо говорил по-русски. Но он пришел ко мне сам с проблемой, что он хочет изучить грамматику, он хочет исправлять ошибки, потому что когда он говорил, из-за того, что он понятия не имел, что такое падежи, что такое какие-то спряжения глаголов, он периодически делал ошибки. И эти ошибки были очень заметными. То есть есть такие ошибки, которые не влияют никак на коммуникацию, то есть вы слушаете без проблем человека, вы его понимаете. А есть такие, которые влияют, то есть как сообщения, которые я вам показывала ранее, там, где вообще непонятно, что хотел спросить человек. И вот здесь у него были некоторые ошибки, которые влияли на процесс коммуникации, то есть такие грубые ошибки. И он пришел ко мне, потому что понимал, что он хочет их исправить. И когда мы начали возвращаться в самую базу, вот представьте, человек уже говорит хорошо на языке, и тут я ему предлагаю вернуться в самое-самое начало, просто изучать, не знаю, падеж, да, мы, по-моему, начали с падежей, изучать род существительных, что вообще такое мужской, женский род, для чего это нужно. Тут, конечно, возникло очень много проблем, потому что человек привык изучать русский язык, только наслаждаясь, просто слушая, что-то запоминая, практикуя. Он никогда не учил грамматику, ему было очень трудно. То есть здесь, к сожалению, у этой истории нет счастливого конца, потому что мы провели несколько занятий, и стало понятно, что прогресса в принципе нет, потому что у человека нет особого желания и нет стремления все-таки углубиться в грамматику и исправить это. И поэтому запомните, что выучить с нуля что-то намного легче, чем потом переучиться. Когда вы уже 10 раз сделали одну и ту же ошибку, и тут вам говорят, что это ошибка, так говорить нельзя, у вас возникает сопротивление. Вы думаете, почему так нельзя говорить? Я всегда так говорил, и всегда все было нормально. Люди меня всегда понимали. А тут кто-то вам говорит, нет, так говорить нельзя. Это, конечно, уже проблема. Поэтому переучить человека, который делает ошибки в языке, очень-очень трудно. Ну и, пожалуй, последнее на сегодня. Самый главный аргумент у людей, которые не хотят изучать грамматику или которые говорят, что без грамматики возможно учить новый язык, это то, что дети же как-то изучают язык без знания грамматики. То есть они не знают, что такое падеж, они не знают, что такое глагол, что такое существительное, они не знают ничего. И при этом они говорят на языке без проблем. Да, это так. То есть детям всегда намного легче изучать язык. Но для них это их родной язык. Они изучают их, когда они маленькие, когда у них в голове совершенно им ничего другое не мешает. То есть это для них родной язык, он для них первый. И, естественно, это для них этот процесс происходит вообще безболезненно. Они при этом никак не напрягаются.
Взрослым людям, насколько мы знаем, изучать новый язык намного труднее. Но даже не это главный аргумент. Вот представьте себе 6-летнего ребенка, который, в принципе, уже хорошо говорит на языке. Но говорит ли он на нем свободно? Или так, как говорит на нем взрослый? Конечно же нет. Именно поэтому дети идут в школу, и в школе почему-то они учат свой родной язык. Если этот аргумент стопроцентный, то зачем тогда дети изучают свой родной язык в школе? Зачем они изучают грамматику там? Люди, которые не доучили грамматику в школе или не доучили какие-то правила, они во взрослой жизни всегда будут делать ошибки, даже в своем родном языке. Именно так мы можем отличить более-менее образованных людей и тех, которые всегда говорят с ошибками, всегда ставят неправильные ударения в русском языке. Это просто ужас, когда вы слушаете человека, и он делает очень много ошибок в своем родном языке. То есть это ненормально. Или даже если ребенок не 6 лет, ребенок 10 лет, он уже несколько лет учится в школе, но при этом он все равно не говорит как взрослый. Если ваша цель разговаривать как 6-летний или как 10-летний ребенок, без проблем. При том, что у вас есть это время. Если у вас есть 6 или 10 лет на изучение нового языка, вообще без проблем. Вы можете изучать язык именно как ребенок. И разговаривать, конечно, вы будете так же, как ребенок. И еще не забывайте, что дети находятся в своей языковой среде. Их постоянно окружают родители, которые говорят только на русском языке. Школа, детский сад, телевизор, фильмы, мультфильмы, абсолютно все на русском языке. Естественно, у них этот процесс очень быстрый. Если вы на данный момент не находитесь в языковой среде, то учить новый язык и пользоваться этим правилом, этим аргументом, то это очень-очень странно, потому что это займет еще больше времени. То есть представьте, у ребенка это занимает довольно много времени, чтобы говорить связно и нормальными предложениями. То сколько времени займет это у вас, когда вы не находитесь в языковой среде, когда максимум, который вы делаете, это, может быть, смотрите какие-то фильмы или слушаете просто какие-то подкасты на русском языке. Да, тогда это все возможно, но это будет очень долгий процесс. И здесь возникает вопрос, а не легче ли потратить свое время, год, например, на изучение грамматики? Да, чуть-чуть пострадать. Да, потому что грамматика русского языка, она не такая уж простая. Но здесь тоже важно правильно ее изучать и найти преподавателя, который вам сможет правильно все объяснить последовательно, который не будет вас заваливать только грамматикой, потому что тогда, конечно, у вас не будет никакого желания изучать русский язык. И это тоже самая большая проблема, которая бывает у изучающих русский язык. Преподаватели просто навешивают на вас очень много всего и сразу. И, естественно, вы думаете, что изучать русский язык невозможно. Но нет, все возможно. Главное делать это правильно, по правильной методике, и тогда у вас все получится. На этом все. Практически все, что я хотела сказать на эту тему. Практически все, потому что на эту тему можно говорить бесконечно. Всегда существует очень много мнений и у преподавателей, и у студентов, и каждый всегда думает по-своему. И у преподавателей, конечно, тоже есть очень много подходов, методов в обучении, и некоторые из них строятся на грамматике, некоторые из них строятся только на прослушивании русского языка или еще чего-то. То есть методы очень разные. Каждый человек, естественно, выбирает для себя то, что ему больше подходит, и вы должны всегда слушать себя. Если вы все-таки считаете, что вы не хотите, не можете изучать эту грамматику, не мучайте себя. Просто это у вас займет больше времени, если вы никуда не спешите, если у вас есть в запасе 5-10 лет для изучения русского языка, без проблем. То есть вы можете не изучать эту грамматику. Но опять же,
я вам советую найти преподавателя, который сможет вам донести так, чтобы для вас это не казалось чем-то безумным, чем-то невозможным, и тогда у вас тоже все получится в изучении русского языка. И когда я говорю, что нужно изучать грамматику, это не значит, что нужно изучать только грамматику, что вам не нужно слушать ничего на русском языке, или что на занятиях вы должны делать только эти скучные, ужасные упражнения по грамматике. Нет, 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 нет. Ни в коем случае. Вы всегда должны чередовать свою активность. Там 15 минут вы смотрите какой-то видеоотрывок, 15 минут вы его обсуждаете, отвечаете на вопросы, потом вы на основе этого отрывка вы учите какое-то новое грамматическое правило, и все в таком роде. То есть всегда у вас активность должна меняться. Даже в течение часа, чтобы вам не стало супер скучно, вам нужно менять вашу активность. И поэтому, если такая методика подходит именно вам, я вас всех жду на своих занятиях, на индивидуальных занятиях или групповых. Я недавно совсем открыла набор на групповые занятия, он еще идет, и поэтому, если вы заинтересованы в такой форме обучения, то вы можете заполнить форму, ссылку на которую вы найдете в описании моего видео, и заполните форму, и таким образом вы будете ждать своей очереди, потому что там я набираю группы согласно интересам, согласно уровням и согласно возрасту. То есть не будет такого, что вы будете в одной группе, вам 35 лет, и я вас поставлю в группу с ребенком, или у вас уровень B1, и я вас ставлю в группу с человеком, у которого А1, или который совершенно ничего не знает о русском языке. Нет, не будет такого, не переживайте, всегда все группы будут маленькие, 2, 3 или 4 человека, и всегда они будут в наибольшей степени подходить именно вам по всем возможным параметрам. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.